Антенное гнездо и разъем RJ45 совмещены в один модуль, и разъем RJ45 для компьютерной сети имеет еще вот такую вот шторку. Ну, розетки все отдельно на общей стеклянной панели. Сенсорные выключатели имеют светодиодную подсветку такого синего свечения при выключенном состоянии. При включении цвет подсветки меняется на красный. Сенсорные выключатели выполняют свою основную функцию включения света касанием соответствующего сенсора. Кроме того, выключатели данной серии можно управлять с помощью радиопульта. Вот такой радиопульт с сенсорными кнопками. Имеется основная кнопка включения пульта. Все кнопки здесь сенсорные. Имеется небольшая инерционность при переключении. Этот пульт программируется. Основные его кнопки это значит, линии подсветки. Их сколько тут? 5 линий подсветки. Данный пульт предназначен для управления освещением в двух комнатах. Можно настроить под каждую кнопку освещение в одной комнате. А для переключения настроек в другой комнате необходимо нажать на вот эту кнопочку R с косой чертой. Кроме того, здесь есть еще кнопки выбора двух зон освещения с римскими цифрами 1, 2. А есть кнопочка с луной, такой звездочками. Это кнопочка выключения всего освещения одновременно. И есть две кнопки плюс-минус для управления диммером, то есть для плавного изменения яркости освещения. Пульт также имеет такую неоновую синюю подсветку, что очень удобно при управлении в темное время суток. Каждые 20 секунд при его неиспользовании пульт переходит в дежурный режим. Необходимо заново нажимать кнопку On-Off Power. Вот, когда выключается подсветка, необходимо опять включить. Дальность пульта достаточно широкая. Можно управлять освещением в квартире, в доме, даже находясь на улице. Для программирования, например, какого-то канала освещения, вот, например, на одну кнопку, необходимо удерживать нажатой этой кнопку в течение, по-моему, приблизительно 5 секунд до соответствующего такого сигнала. Неважно, он включен свет в это время, не выключен или выключен. Вот, раздался писк. После этого мы нажимаем, включаем пульт, нажимаем любую соответствующую кнопку, например, кнопку 3, до соответствующего писка. Теперь этой кнопкой мы управляем. Вот, меняется выключен, включен, выключен, включен. Можно настроить и следующую кнопку, например, данную кнопку. Также удерживаем 5 секунд до сигнала. И настраиваем, например, ее на кнопку 2. Настроено. Выключен. Включен. И также можно управлять и здесь. Ну и эту кнопку настроим также. На цифру 1. Проверяем. Выключен. Включен. Чтобы распрограммировать кнопку пульта на соответствие кнопки выключателя, необходимо еще раз удерживать
кнопку 5 секунд до сигнала. И потом нажать ту же кнопку, на которую мы программируем в пульте. Раздалось 2 сигнала, все, она распрограммирована. Теперь мы нажимаем. Можно также на любую из кнопок пульта запрограммировать несколько каналов освещения. То есть все можно 3 кнопки там запрограммировать на одну кнопку пульта. Для этого мы нажимаем сенсорную клавишу выключателя. Нажимаем кнопку 1. Запомнила. Проверяем. Выключился. Включился. Выключился. Программируем следующую кнопку, например, вот эту. И опять же нажимаем кнопку 1 пульта. Проверяем. Вот этот включился, этот выключен. Нажимаем еще раз. Вот этот выключился, этот включился. Еще раз. Этот включился, этот выключился. То есть они поочередно. Каналы меняются, света меняются местами. Попробуем запрограммировать третью кнопку на эту, третью клавишу сенсорного выключателя на эту же кнопку пульта. И нажимаем кнопку 1 пульта. И проверяем, как у нас работает в этом случае. Так, в данном случае у нас сначала горит вот это. Нажимаем кнопку 1. У нас горят 2 канала вот этих. Этот выключен. Еще раз нажимаем 1. Горит 1, 2 выключено. Я могу в другой комнате запрограммировать кнопки пульта совсем под другие клавиши выключателя. Ну, допустим, я перешел в другую комнату, это уже другой выключатель. Кстати, не сказал, что здесь стоит 2 выключателя. Один двухклавишный сенсорный и один одноклавишный сенсорный под одной стеклянной панелькой. Итак, я перехожу в другую комнату. И в другой комнате необходимо нажать на кнопочку R, она должна светиться. И теперь здесь программирую, проверяю. Видите, не работают здесь эти кнопки сейчас. И начинаю программировать точно так же. Например, вот эту кнопку я программирую на кнопку пульта 3. Эту кнопку я программирую на кнопку пульта 2. Эту кнопку я программирую на кнопку пульта 1. Проверяю. Первая. Вторая. Третья. Перехожу в другую комнату, меняю кнопку, проверяю опять. Как видите, в другой комнате у меня на первую кнопку запрограммировано 3 клавиши выключателя. Вторая у нас бездействует, третья также бездействует и четвертая, пятая. Для того, чтобы распрограммировать какую-то кнопку пульта, можно также вторым способом. Может, какие-то есть нюансы, но я еще не проверял. Нужно удерживать эту кнопку до второго писка. Например, вот эту я хочу распрограммировать с первой кнопки, чтобы она не работала здесь. Первый сигнал. Второй сигнал. Теперь у меня на первой клавише пульта должна работать только вот эта кнопка. Да, эти 2 кнопки я распрограммировал. То есть это второй способ. Напомню про первый. Мы ждем здесь первого сигнала.
И нажимаем на кнопки пульта 2 сигнала. Все. Эта кнопка также распрограммирована. Проверяем. Ничего не работает. Тоже также программируются эти зоны. Включаем зону. Вот он загорел. Все, она запрограммирована. На вторую зону мы запрограммируем, например, вот этот выключатель. Для выключения, общего выключения освещения необходимо удерживать кнопочку «Луна». Свет погас. Ну а функцию диммера я не могу показать. Для этого необходимо, чтобы эту функцию диммера поддерживали соответствующие светильники. Отмечу, что если в вашем доме внезапно пропадает электричество, ну и потом появляется в ваше отсутствие, то данный выключатель не переводит освещение в режим включения. То есть он, если вы выходили, выключили, то он так и выключенный и останется. На этом все. Благодарю за внимание. Вот такая несложная схема управления. Все, всем удачи, скоро увидимся.